Всем привет! В этом видео будем моделировать вот такую вот детальку тонкостенную, толщиной 3 миллиметра, местами симметричную, местами не симметричную. Но для начала обязательно оставляй комментарий, ставь лайк и подписывайся на канал. Итак, поехали дальше. Итак, я не буду придерживаться каких-то строгих размеров, просто, скажем так, общий подход рассмотрю к моделированию данной штуки. На самом деле здесь много способов, которыми можно это сделать. Я же хочу поработать в рабочем пространстве Surface. Мне просто оно очень нравится. Итак, создам новый проект. Эскиз на виде спереди. Создам прямоугольник, скажем так, из центра, с привязкой к центру. Пусть будет какой-то вот такой. Нанесу здесь скругление 20 миллиметров, нажму ОК, Finish Sketch, перейду в Surface, выберу инструмент Extrude, сниму здесь галочку Chaining и выберу вот эти вот элементы. Проэкструдирую их, например, вот до сюда и нажму ОК. Так, что получается? Что у нас есть вот эта вот основная часть, и нам необходимо сделать теперь вот такую подрезку. Теперь просто на виде сбоку я создам эскиз. Так, английскую раскладку, клавиша P. Так, всего тела. Проекцию сделаю с помощью линии. Как-то вот так вот здесь все выберу. И, допустим, вот так. Так, теперь нажму. Хотя я даже замкну данный эскиз. Поэтому придется сделать на одно движение меньше, поэтому я сделаю Finish Sketch. В Solid выберу данный профиль и просто проэкструдирую вот так его симметрично с операцией Cut и нажму ОК. Такая подрезочка произошла. Верну обратно свой эскиз. В Surface выберу инструмент Patch, выберу данный треугольничек, нажму ОК, и вот получилась вот такая штука. Все это выберу и операцией Stitch все сошью. Итак, что есть дальше? Далее есть вот такие вот элементы толщиной, точнее удлинение их 10 миллиметров. Выберу инструмент Ruled, выберу два этих ребра, Direction, выберу, так, верну Origin, так, Direction выберу, ну, да, ребро можно выбрать, и, например, 10, вот здесь минус 10, так, минус 10, да. Так, теперь точно так же, значит, Ruled, вот этот элемент, Direction, вот сюда. Здесь уже будет достаточно 10 миллиметров. Нажму ОК. Так, получилась вот такая основа. Теперь просто можно все это с помощью инструмента Stitch вот таким образом сшить. Ну и давайте посмотрим, как можно все это дальше преобразовать. Итак, выберу опять-таки инструмент Ruled. Просто мне он понравился. И что я сделаю? Так, выберу этот элемент, выберу направление и проэкструдирую его на минус 20 миллиметров в данном случае. Опять-таки выберу Ruled, Direction, а здесь уже 20 миллиметров. Далее выберу инструмент Loft, два вот этих элемента, и далее выберу Rail. Думаю, должно сработать. Так, пишет, что Rail не соединяется. Возможно, стоит все вот это сшить сначала, и тогда оно будет касаться. Так, раз, два. Выбираем Rail. Так, здесь единственное, что произошло искажение, поэтому мне это не нравится. Я с помощью Ruled и Direction вот этого выберу вот сюда направление на минус 20. Окей. И далее с помощью лофта закрою. Так, тут даже лофт не очень будет хорошо, потому что нужно два рейла, чтобы он был ровный, поэтому здесь скорее нужно будет применить инструмент Sweep. Так, Sweep один раз и Sweep второй раз. Так, все это выберу вот так вот и нажму ОК. Так, попробуем применить к этому инструменту утолщения. Ну, например, на минус 3 все-таки. Давайте сделаем минус 3. И нажмем ОК. В принципе, уже все более-менее получилось. Единственное, что здесь присутствует вот такая подрезка, как мы видим. Но это можно легко сделать, просто выбрав правильный
поверхность и сделав эскиз. Так, здесь несем скругление сейчас. Так, английская раскладка включена. Выберу клавишу F, выберу два вот эти вот Escape F, два вот эти элемента, ну и, допустим, на 30 миллиметров все это сглажу. Клавиша F, два вот этих элемента, 4 миллиметра, окей. Клавиша F, два внутренних ребра и скруглю их на 2 миллиметра. Окей. Так, здесь есть вот такие вот странные штуки. Это сделаем проще. Выберу инструмент Extrude. Данную поверхность проэкструдируем. Так, ну и в принципе, наверное, выберу вот эти три поверхности через Ctrl и нажму Delete. Так, точно так же, полагаю, нужно сделать и здесь. Так, продемонстрирую, что если сейчас просто выбрать эту поверхность, будет ошибка. Скорее всего, потому что у них здесь общее ребро. А вот если немножко все это переместить в пространстве, выбрать две эти поверхности, нажать Delete, то все, скажем так, подрезается очень быстренько и плавненько. Так, соответственно, здесь есть, здесь нет. Соответственно, здесь по этой части необходимо сделать подрезку. Выбираю данную поверхность с этой стороны, нажимаю Create Sketch, выбираю на данную поверхность в настройках здесь и нажимаю ОК. Так, далее, значит, сделаю подрезку, значит, вертикально линию нарисую. На самом деле, пусть будет еще как-то вот так линия идти. Так, мне нужно все это замкнуть, кстати. Аж вот до сюда, скорее всего. New Sketch. Ну-ка. Так, так. Видимо, вот этот эскиз я подрезаю в это направление. Так, и, возможно, вот этот подрезаю. Но здесь, на самом деле, дело вкуса. Чертежа у меня никакого нету, поэтому я здесь конкретно в данный момент сделаю на глаз. Клавиша F. Так, скругление пусть будет 40. Клавиша F. Скругление пусть будет тоже 40, например. Окей. Так, получилось вот такое вот здесь скругление. Ну, здесь в примере идет сечение линии. Я же сделал скруглениями. Но я думаю, это не принципиально. Это обычная операция. Extrude. Так, здесь мы эти штучки сделали. Так, что нам осталось? На виде сверху. Выберу клавишу P. Два вот этих элемента. Выберу так, Ctrl-Z. Клавиша P. Проекция еще вот этой части. Произвольно прямоугольник данный так накину. И, допустим, здесь задам размерность 10 миллиметров. И вот здесь 10 миллиметров. Данного размера у меня нет, но пусть будет 30 миллиметров. Далее Solid. Выбираю Extrude и экструдирую все на минус 3 миллиметра в данном случае с операцией Join. Итак, все это объединилось. На оригинальной модели, которую я находил в интернете, тут были еще какие-то дополнительные ушки, но по сути они себя представляют просто прямоугольный эскиз, экструдированный на там 3, 5, 6 миллиметров. Что же осталось здесь сделать? Здесь еще были какие-то вот такие вот монтажные отверстия, но на самом деле я продемонстрирую только одно из них. Так, клавиша P. Найду, так, сделаю вот такое построение и найду центральную линию. Так, да, все, оно получилось. И просто, например, сделаю здесь какую-то окружность. В вкладке Create найду инструмент слот, вот такой Central Point слот. Раз окружность, то есть из центра длину и радиус описываю. Так, чуть это подвину. И, значит, все теперь можно делать вырезы. Так, это мероприятие у нас сквозное. Вот это делаем на минус 1,5 миллиметра. Нажимаем ОК, отключаю видимость эскиза. По сути дела, несколько таких эскизов, соответственно, в этом месте, здесь, и получается у нас такие вот 4 крепежа. Так. Ну, вот такую модельку мы очень быстро с вами замоделировали, немножечко потренировались в работе с поверхностями, все это достаточно просто, и, скажем так, избежали вот эти вот моменты, когда немножко неправильно здесь происходило, скажем так, утолщение. Вот. Ну, с этим можно работать. Вот. Насколько я понял, это какой-то кожух, который вот именно вот в таком положении снизу вверх прикручивается к какой-то части. Ну и здесь какие-то детали, как я полагаю, скользят вниз.
чтобы они не вылетали. Вот именно здесь сделано такой вот наплыв. Ну, вот такая вот интересная, на мой взгляд, деталь. Итак, на этом я данное видео буду заканчивать. Оставляйте свои комментарии под видео, подписывайтесь на канал, ставьте лайки обязательно. До новых встреч!